Мы сейчас идем со штукенцией в самый дешевый супермаркет. Мы идем в самый дешевый супермаркет. Мы посмотрели то, что он в рейтинге самый дешевый. Помните, у нас были в Москве такие челленджи, когда депутат пытался прожить на минимальный прожиточный минимум. Вот у нас со штукенцией в Израиле сейчас такой челлендж. Мы будем пытаться прожить на минимальный бюджет. То есть $7 в день в Израиле это вообще тьфу. То есть просто. Ну, мы попробуем. Значит, буду вам также по пути в этот самый дешевый магазин, буду вам также показывать со всякие прикольные штуки. И первое, кстати, что... Ну, тут вот штукенция прикольная вообще в целом, да? Скажите. Вот. А еще мне понравилась там машина. Хочу показать. Мы мимо прошли, я подумал, а почему бы не снять видео? Почему бы не рассказать про эту машину? Смотрите, какая она модная, какая она красивая. Но, блин, кажется, ей давно никто не пользовался. Но, блин, шикарная, с открытым верхом. Тут, кстати, очень много таких вот машин, ну, не очень чистых, но очень дорогих. Это так забавно. Кстати, вот какой дом необычный. Мы сейчас свернули с центральной улицы города Ришон и просто решили пойти вот в этот самый дешевый в мире магазин продуктовый, посмотреть там цены. Так вот, вот мне понравилось вот это место. Это магазин сантехники. Блин, и тут вот эта решетка, она такая какая-то необычная. Видимо, там коты живут на самом деле. Ну, прикольное место, да? Ну что, пошли? Ну а как мы в такой ситуации оказались сейчас? Ну потому что нам по прилете нам дали вообще кучу денег. 5000 шекелей, это дофига. Но мы уже потратили на квартиру 2700 на комнату, потому что нам срочно нужно было найти. Мы приехали в самое худшее время, в праздники. Тут 2 недели ничего не работают. Вот сейчас сегодня мы сходили в банк, но нам еще ничего не выдали, еще через неделю что-нибудь, может быть, дадут. В общем, такое челленджевое время мы выбрали. И, соответственно, ну вот мы уже потратили, получается, большую часть того, что у нас есть. И осталось типа 1200 шекелей у нас. И вот вдвоем нужно на 1200 шекелей прожить месяц. Вот. Ну, может быть, нам что-нибудь отсыпят еще, когда карточка сделается. Но пока что ничего не отсыпали, поэтому вот мы идем в этот магазин посмотреть. Кстати, почему мы еще туда идем? Вообще мы не планировали. Но мы пошли туда, потому что мы хотели купить туалетные бумаги. Но в Израиле вся туалетная бумага продается только большущими такими рулонами по там 36 штук. По крайней мере в магазинах рядом с нашим домом. Поэтому мы надеемся, может быть, в большом супермаркете там будут поменьше упаковки, потому что нам столько не надо. Мы тут остановились в этом месте на месяц, а потом нам надо переезжать. И переезжать с огромным баулом туалетной бумаги не хочется. Ну, 36 штук. Мы, блин, сейчас за месяц стратим, может быть, 2-3 штуки. А тут все продается гигантскими такими коробками. Все вообще продается в очень больших упаковках. И еда, кстати, тоже. То есть колбаса продается вот нарезка вот такая, чтобы большая была. Ну, так, конечно, дешевле, но вот такие дела. Такие красивые тут на самом деле садики везде вообще. Везде такие дома. Довольно-таки тоже красивые. Мне очень тут нравится. Но вот что я могу сказать? Не приезжайте в Израиль в праздники. Не приезжайте в Израиль в праздники, потому что еще не, ну, по многим причинам, но еще заранее ищите жилье, иначе попадете как мы. То, что мы снимаем маленькую комнатушку за 2700, это безумные деньги. Ну вот просто другого вы ничего не нашли, а нам нужно было срочно. Вот. Кстати, сортировка мусора. То есть тут, видимо, у нас сначала батарейки, потом, видимо, какие-то штепсели, электроприборы, наверное, провода, может, какие-нибудь. Потом бытовая техника, да, куда ее сюда запихивать-то, не очень понятно. Наверное, вон там вот она. В общем, и телефоны. Вот специальный отсек, у вас телефон старый, надоел, выбрасывай его. Вот. И что-то еще рыжее такое. В общем, полный аспект, так сказать, выбрасывания всего в правильное место. Это, кстати, очень круто на самом деле. Чтобы не загрязнять окружающую среду, вот, это очень правильно. Молодцы. Надо все сортировать. Я не думал, что я когда-нибудь доживу до того, чтобы увидеть в сортировке мусора отдельный отсек для телефонов мобильных. Это же вообще. Вот лежит матрас. Я просто так вот глянул, практически вообще новый. Лежит. Кто хочешь, бери. Стоит хороший. В Москве он стоит 1060-1000 баксов, а тут, наверное, дороже. Тут очень много вещей люди просто выставляют на улице, которые им не нужны.
Они там чуть новое, ну, такой высокий уровень жизни, что люди реально как бы выставляют такие всякие полезные, хорошие вещи. И вы можете тоже себе взять, если вы в такой затрудненный, так сказать, если вы начинающий израильтянин, только приехали, еще не освоились, работу не нашли так какую-нибудь. Вот, соответственно, вы можете тоже воспользоваться, так сказать, добротой других людей. Вот, ну и тоже что-нибудь тоже выставить, если вам что-то не надо. Интересные такие нашел цветочки, посмотрите, какие красивые. И еще, слушайте, это ежевик, что ли? Ну, в общем, пробовать не буду, но что-то вот такое растет тут. Но мы почти пришли в этот магазин. Тут красивые дома такие стоят. И штукенцы не менее красивые. Знаете, какой почтовый ящик? Первый раз в жизни вижу почтовый ящик. Это вот ведь чей-то почтовый ящик. Как скворечник. Привет. Классно, я такой себе тоже хочу. Штукенцы, давай у нас будет такой же. Класс. Тут кормилки для котов, и котов очень много. То есть вот там, например, один сидит под машиной. Я не знаю, что мы увидим его. Вот там где-то сидит маленький такой свин. И еще один сидит. И еще одна кормилка. Вот, то есть поилки, кормилки, все очень любят котов. И, и эти кормилки, они как бы нужны, ну чтобы они там... На самом деле коты едят всяких скорпионов, всяких пауков, змей. Ну, змей тут в городе вообще нет, но, наверное, всяких насекомых едят неприятных. Опять же, мы однажды видели, что как кот съел осу. То есть коты, они тут не просто так, они отрабатывают свой хлеб. Эти белье сушатся. Я пока что не могу к этому привыкнуть. Это тут норма абсолютная. Да, но пока что к этому меня привыкнуть, это вызывает такой вау. То есть у нас же тоже в Советском Союзе, особенно летом, моя бабушка там сушила и все такое. Но тут это повсеместно, потому что всегда жарко, тепло, и поэтому на балконе быстрее высушить гораздо. Такой необычный, ну, мусоропровод, наверное, ну, для стройки. Из цветных баков, в итоге он очень красивый. Знаете, вот у нас такое серое, все обычно черное, а тут вот все красивое стараются делать. И вот так выглядит стройка. Вот. Что-то тут строят. Видимо, новый дом будет. Вот покупайте, пожалуйста, приходите. Правда, учтите, что стоимость тут какой-нибудь квартирки будет типа минимум 300 тысяч долларов, а скорее 500. Но зато тут кредиты с очень низкими процентами. То есть, типа 3% это считается нормально. 3. То есть вполне потянуть можно. Ну, на 20 лет. Так тут все и делают. Тут вообще все живут в этом плане в кредит. И выплачивают там по штуке баксов в месяц со своей зарплаты. Ну, сложно, но можно. Зато в своем доме живешь. А так ты эту 1000 баксов будешь отдавать просто на аренду. Зачем платить за аренду, если ты можешь взять в кредит? Плюс тут квартиры безумно дорожают постоянно. То есть за 3 года мне сказали на 20%, на 80% выросли цены. То есть человек купил квартиру, там через 3 года она дороже почти в 2 раза стала. То есть жесть вообще. Офигенно, самое лучшее вложение тут. И это, говорят, не пузырь, а потому что просто очень много людей прется в Израиль, ну как мы со штукенцей. Если вы сильно проголодаетесь, то в целом можно отведать кошачьего корма. Тут даже 2 кучки. Ну, надеюсь, до этого дела не дойдет. Дошли мы как-то, видимо, это вот этот магазин. В общем, вид у него довольно-таки обшарпанный, я вам скажу, мягко говоря. Но главное цены. И сейчас мы их узнаем. Тут, кстати, рядом. Вот, соответственно, мы сейчас пойдем смотреть. На остановке сидят бабушки с корзинками, прям как у нас в Москве. У нас рядом с Ашаном тоже остановка, и там бабушки сидят. Если, опять же, можно собирать бутылки, сдавать. Отличный профит. Так что мы сейчас пойдем с вами в магазин. Заходим в магазин. Блин, какой он большой. Вау. Он реально огромный. Сейчас я попытаюсь найти какие-нибудь продукты, на которые я примерно знаю цены. Их пока что немного очень. В общем, у нас тут помидоры черри за 13. Короче, $1 это 3,5 шекеля. Поэтому будем сейчас изучать, что тут есть. Шампиньоны, например. Так, давайте начнем с капусты. Мне кажется, надо начать с капусты. Вот капуста. Короче, капуста стоит типа 60 рублей. Лук и свекла стоят столько же, 60 рублей.
недорого. Слушайте, перцы, кстати, весьма хорошие перцы. Они все твердые, идеальные перцы, и стоят 6,90. То есть, как бы, $2. 120 рублей. Это вообще дешевле, чем в Москве в 2 раза. Перцев мы сейчас возьмем побольше. Вот. Очень хорошие, реально топовые перцы. Сейчас штукенция нам насыпет. То есть тут овощи многие дешевле, огурцы дешевле, томаты дешевле, перцы дешевле. Но остальное сейчас посмотрим. Ну вот, например, картоха. Картоха мытая, красивая такая, очень даже большая. Стоит, ну тоже вот, как и все тут в целом, 120 рублей. Я вызнал это за килограмм. То есть 120 рублей за килограмм, что довольно-таки так прилично, прилично. Кстати, да, берем. А ты спроси, где пакеты, пока непонятно, где пакеты. Тут можно взять пакеты, соответственно. Хорошие цены тут. Добро пожаловать в мир туалетной бумаги, ее тут много, и она очень большая. По 32 рулона только, блин, продается практически все. Самое маленькое, что мы нашли, это сколько? Двенашка? Смотри. Короче, 9 вот этих вот штучек, 9, 32,90. То есть это 10 баксов, то есть 600 с хреном рублей, что безумно дорого, и я, пожалуй, сейчас начну рукой уже. Короче, блин, это очень много. Сейчас будем думать, что делать, как быть. Может, купить какие-нибудь салфетки. Это получается по типа 60, по 70 рублей за рулон. У нас в Москве 20 рублей за рулон. Смотрите, тут 48 рулонов стоит 37,90. То есть почти что столько же, сколько стоит, если взять 9 рулонов. То есть тут в 5 раз больше, а стоит столько же. Вы знаете, я очень сейчас скучаю по нашей такой дешманской, самой дешевой такой, знаете, противной туалетной бумаге. По 10 рублей она стоит в Москве. Вот зубная паста, например, стоит 9. Это вот такая вот штука. В принципе, ее 100 миллилитров. Вот, и это получается 3 бакса, то есть 180 рублей 200. Ну, в общем, дороже, чем у нас в 2 раза зубная паста. Вот тут, кстати, гранатовый сок. Он стоит 15 этих тугриков. Это, ну, типа 5 баксов. Что, в принципе, нормально. Для такой банки, видите, с осадком она вполне, думаю, питабельна. Мне тут в гостях понравился один сок Нас виноградный. угостили на шаббат, угостили. Да, его пьют вместо вина те, кто вино не пьет. Чем нас поили? Я Да? там полбанки выпила. Штукенция так пила этот сок активно. Я же не знала, что он вот такой сок, называется кармель. Знаете, вот что можем сказать, это самый вкусный в мире виноградный сок. Да, вот такой. Ну, то есть он вкуснее, чем любое вино, миллиард раз. Из Кармели, из города Кармель. И чего, и сколько стоит? Год 50. 50! 20 баксов почти. Это 1000 рублей? Ну, типа того, да. Ну, щедро нас угощали гости в шаббат, нас, в общем, респект. Спасибо. Я знаю, что многие любят Кока-Колу, я ее вообще не пью, но для вас покажу, вот сколько что стоит. Вот банка Кока-Колы, сосусолы, которая, кстати, видимо, написана вот тоже на иврите. Она стоит вот 8,90, то есть 3 бакса она стоит. То есть типа 180 рублей. Воду можно налить в любую, то есть вот ты идешь, видишь какую-нибудь кафешку, ты можешь зайти в любую кафешку, сходить в туалет, налить воды там спокойно, и очень клево. Вы вдруг поклонник чипсов, то я думаю, вы в жизни столько чипсов не видели никогда. Господи, просто нереальное количество. Но некоторые из них я такие видел даже и у нас в Москве. Типа вот это читос, походу, да? Который написан на иврите. Ну, в общем, чипсов реально очень много. Но меня, конечно, как адептов чипсов Pringles интересуют именно эти чипсы. Чипсы Pringles стоят тут, в самом дешевом магазине Израиля, 8,90. То есть 180 рублей за пачку. Что, в принципе, нормальная цена. У нас в Москве они стоят столько же, кстати. Такое печенье я, кстати, покупал тоже в Москве, очень вкусное. И у нас оно такое, ну, не очень дорогое. Тут оно стоит 16. То есть 5 баксов. Ну, то есть 300 рублей. Ну, да. Самое страшное в Израиле — это цены на мясо. Я не знаю, почему тут такое дорогое мясо. Но оно, блин, очень дорогое. Я чувствую, я тут стану полным вегетарианцем. Ну, то есть килограмм курицы стоит типа 600 рублей. 420 рублей. Ну, 420 это уже ничего, потому что вот в другом магазине мясном, у нас там мясной магазин, там он стоит 600. Тут 420, в принципе, кило грудки за 420 вполне московские такие цены даже сейчас. Потому что в Москве тоже, в общем,
Ну, может быть, дороже на соточку. Но, в общем, ну, можно брать курицу. Сыр тут очень вкусный. Очень вкусный сыр. Но, в общем, это стоимость сыра за 100 грамм. То есть, типа, килограмм сыра стоит, 100 шекелей, что ли. Кстати, нормальные цены. То есть, ну, вот, например, вот там сыр есть за 6, за 5. Ну, такой среднестатистический кусочек сыра, такого, типа российского какого-нибудь, стоит, я думаю, шестерочку, да. Ну, то есть это за кило. То есть, получается, 1200 рублей за килограмм. Ну, да, это... Но он тут лучше, конечно. То есть, вот тут сыр, он настоящий все-таки, любой. Какой бы вы там ни взяли, он будет правильный. Теперь посмотрим йогурты. Я вот, например, сегодня с утра завтракал вот этим йогуртом. Он очень вкусный, прям шикарный. Сладкий-сладкий. Стоит такой 2,20. Короче, я посмотрел курс. 18 сейчас рублей стоит 1 шекель. То есть вот эта штука стоит типа 45. Например, такой вот дофига количество йогурта. Сколько тут? 1,5 литра, наверное, да? Сколько тут? Только это вот этот вот красный. Да? А, красный, да, мы смотрим. Ну, в общем, такой вот красный йогурт, большой, вот, я не знаю. Наверное, это 1,5 литра, я думаю. 1,5 литра. Он стоит 30-очку. Ну, то есть 10 баксов. И, в общем, это нормально. То есть вот это как в Москве получается. Если взять такую бадью большую и каждый день ее разливать себе, то вполне московские цены. Теперь молоко. Ну вот, которое я нашел. Тут много, кстати, очень обезжиренного молока, типа 1%. Я такое не пью вообще. А вот 3% молока, оно стоит 8,8. То есть 150 рублев. Не знаю, как вы, а я обожаю хлопья. И вот из тех, которые я вот, ну, в Москве у нас есть, у нас вот такие бывают. Cornflakes, классические хлопья. Они в самом низу стоят, то есть это как бы не самый премиум сегмент. Стоят они 13,90, ну то есть 4 бакса там с чем-то, то есть 240 рублев. То есть в 2 раза дороже. Ну слушайте, какая пачка, просто она огромная. Вы когда-нибудь видели такие объемы? Селедочка, например, такая, стоит 800 рублей. Ну тут вот кило селедки. А можно взять побаночно. И побаночно она стоит типа 6, ну 5 с чем-то баксов. То есть там 300 рублев такая банка сельди вам будет стоить. Это хумус. Это хумус, вот это вкусный, правильный хумус. Мы его пробовали, и такая банка, знаете, приличная. Сколько тут? 400 грамм банка. 11, ну 12 шекелей. То есть типа 4 бакса. Нормально. Да, то есть 200 там рублев, 240. Теперь давайте по мясу. Я еще раз говорю, мясо тут какое-то дорогое тут все. Ну, в общем, вот, например, дофига. Не знаю, может цена за 2 или за одну, может быть, наверное, за 2 таких вот штуки. За 2 вот таких вот колбаски, нарезки. 800 рублей она стоит. Ну тут прям много, 800, может быть это сколько тут грамм, ну наверное 800 грамм может и есть, он тяжелый, да, вообще. 400 плюс 400. 400 плюс 400, ну кстати вот это нормально. Тоже колбаса стоит типа 800 рублей за кило, можно такую хорошую прям совсем взять, такую сырокопчененькую. А попроще колбаса, ну да, наверное, будет стоить 500, наверное, 400. Тут интересное распределение яиц, дата производства и размер. Типа меньше 73, там больше 73 грамм. И сортируют их тут не по десяткам, а по дюжинам. То есть тут вы покупаете дюжину яиц или 18 штук. Интересно почему. У нас вот по 10, а тут по 12 или по 18. То есть это во сколько? В 3 раза дороже, чем у нас. 300 рублей за 12 яиц. Да, дорогие яйца тут, наверное, потому что вообще птицефермы это одна из самых таких сложных в плане экологичности производств. То есть там вот это помет куриный, его очень сложно перерабатывать в удобрения или утилизировать как-то. И, в общем, там много всяких отходов, которые дорогие для переработки. Поэтому, наверное, это обуславливает. У нас-то, наверное, на экологию всем пофигу особенно. Ее просто лучше на самом деле как-то перерабатывают это все сразу, да? Не знаю, почему так дорого тут яйца, напишите. Шампунь вот этот Тресме, я вот себе такой купил вот тут, и он стоит 22 шекеля, 7 баксов или ну 400 рублей это стоит банка шампуня, дорого. Зубные щетки, ну в общем тут они все как обычно продаются парами.
четверками. Тут нельзя купить себе, блин, одну щетку. А если можно, наверное, это будет очень дорого. Все в Израиле продается оптом. Ну, соответственно, вот, допустим, 4 щетки. Самые дешевые щетки — это вот эти щетки. Стоят они 20 шекелей, 4 штуки, то есть 6 баксов, 360 рублей. То есть одна щетка у нас получается, ну, типа 2 бакса, 1,5. Стоит 90 рублей. Самая дешевая вообще. Кенси вам расскажет про женские принадлежности. Вот прокладки Always, большая упаковка, самые популярные, наверное, стоит здесь 30 шекелей. Может быть, это за 2? Может быть, их можно купить оптом. Вот здесь, например, за одну 32, А, за 2. Поэтому окей. давай 32, ну, 10 почти баксов. 33 шекеля, 10 баксов или 600 рублей. 600 рублей за прокладки. 600 это много рублей Это за очень прокладку? много за прокладки. Ну, еще недавно в Москве такая пачка стоила 230, Тут в 3 250. раза дороже. Корма для кошек, для собак. Ну, я как бы, у меня тут нет кошки, но можете посмотреть просто вот 23 шекеля за кило кошачий корм. Собачий. Почем? Где тут ценничек? Вот это, я не знаю, 49,90. 49,90 за 3 килограмма. Ну, сами посчитайте. Вот, кстати, паста Aquafresh. Если вы берете 2 штуки, каждая будет за 10. А если по отдельности, то по 6,90. Да, вот. Здесь написано 2 и цена, это значит за 2 штуки столько. Думаю, наверное, тут дешевая гречка. Мы сейчас ее купим, потому что вот мы видели в одном русском магазине, гречка стоила 13 шекелей за 800 грамм. Ну, то есть дорого. То есть, получается 4 там, бакса. То есть 240 рублей за 800 грамм. 2 раза дороже, чем в Москве. Самый главный продукт. Его, кстати, было, то есть, вот такая полка была. Это гречка. Кто-то ее в больших количествах скупает. При этом гречки тут 500 грамм. Продается 500 грамм за 8 шекелей. Что, конечно, грабеж. То есть за кило это будет 16 шекелей. То есть это будет 5 баксов. То есть это будет 300 рублей. Да? В общем, не дешево. Но что делать, я сейчас возьму. Берем. То есть гречка тут в 2 раза дороже, даже в самом дешевом магазине. Учтите. Вот. Может быть, где-то есть место, где ее можно будет купить, там, не знаю, 10 килограмм. Я бы сразу взял, если знаете, напишите мне, где в Израиле купить много гречки оптом. Ну, я решил изменить, как бы, подумал, хрен с ней с гречкой, не буду брать, все-таки, ну, дороговато. Буду брать хлопья. Поменяю свою диету, я с утра всегда ем, последние, лет 10 я ел гречку с молоком каждое утро. Но в Израиле начну есть хлопья, вот эти Хелекс большие куплю, потому что, мне кажется, соотношение времени, еще приготовления, мы живем в коммунальной квартире, еще варить эту гречку, проще уж. Вот кто любитель пива, я, честно говоря, вообще не пью, только безалкогольное разве что. Вот такое пиво, которое я не знаю какое, 7,9%, довольно-таки крепкое, мне кажется, и там его дофига, целых 6 бутылочек. 6 бутылочек пива вам обойдется в 30 шекелей, то есть 10 баксов, то есть 600 рублей, то есть по 100 рублей за бутылочку. Орешки. Вот я люблю очень орехи. 360 рублей, 20 шекелей, 360 рублей стоит вот 200 грамм орехов. Немного таких погрызанных кем-то. Вот, то же самое касается миндаля. Ну, в принципе, как бы, можно себя иногда порадовать. Есть орех пекан. Кстати, вот такой орех у нас сильно дороже стоит в Москве. Тут он 24 шекеля. Что, в принципе, то же самое, что и там. Да, то есть там 7 баксов. У нас дороже вот эти орехи стоят. Вот вам бизнес-идея. Если в Израиль покупаете орех пекан, приезжаете в Москву, продаете орех пекан, и вы будете жить в небоскребе очень скоро. Подсолнечное масло стоит за литр 13 шекелей, то есть типа 240 рублей, в 2 раза дороже, чем у нас. Но можно взять, например, кукурузного масла. Дефигалион, я не знаю, наверное, 5 литров, блин. И, соответственно, оно стоит 45. Ни разу не пробовал жарили. Напишите, как вам кукурузное масло. Мука стоит 80 рублей за кило. Вот порошок стоит 40. Это за сколько? За 3 кило.
11 баксов, то есть 700 рублей, ну 660 рублей. Я уже голодный, я хочу есть, но все вам показываю, так что поставьте лайк под этим видео. Ну вот если вы любитель заморозки, вот цены, то есть можете на паузу видео поставить и сравнить, сколько тут чего стоит. Вот. Быстро просто прогуляюсь тут, может быть кто-то вот из этого что-то ест. Я просто редко ем заморозку. Вот, только по праздникам рыбку какую-нибудь. Ну, в общем, много всего, и оно не нормально. Некоторые вещи можно найти дешевле, чем у нас даже. Замороженное мясо. Ну, в общем, мясо тут, да, дорогое какое-то, в общем. Но если замороженное брать, то оно сильно дешевле. Но его тут много, конечно, выбор. Ну, как вот у нас в Ашане, даже, наверное, больше. Больше, чем в Ашане. Всякая консервация. Какие-то, видимо, супы. Быстрого приготовления лапша. Много всяких готовых блюд. Вот цены на них. Может, кто-то хочет ананасов, например, пожалуйста. Всего лишь 10 шекелей за такую гигантскую банку, кстати. Ну, я говорю, овощи, они тут вообще... Овощи, фрукты тут нормально. Тут, как в Москве, даже дешевле. Я сегодня фалафель на улице пробовал. Тут вот, блин, целая пачка этих фалафелей. Смотрите, сколько. Она реально огромная пачка. Стоит, блин, 17-ку. А я, блин, за 20-ку, там 3 штучки этих фалафелики было. Макароны, в которых я знаю толк. Это вот, походу, местные вообще макароны. Мне про них говорили. Стоит 100 рублей за пачку. В общем... С голоду вы тут не умрете, и просто можно есть макароны. 100 рублей за пачку, ну, в Москве, в принципе, то же самое. Ну, смотря какие, в общем-то. Ну, в общем, макароны тут нормально стоят. Самый дешевый продукт и вкусный – это макароны. Заправить их каким-нибудь кетчупом бесплатным из Макдональдса, и отлично заходит. Я так вчера ел, например. Тут очень много продуктов на русском языке. Например, вот это бабушка Аня. Блинчики с яблоком и корицей. Я не знаю, где тут они, сколько тут они стоят, потому что это на упаковке написано. А, вот же, 13 тугриков. Ну, в общем, нормально, такая довольно-таки вместительная пачка блинов. Огромное количество всяческого слоеного теста на любой вкус. Так что выпечку можно прям замороженную брать. Кстати, я в Москве покупал все время замороженный хлеб. Замороженный хлеб покупаешь, ставишь его в плите разогреться, некоторые можно просто поставить, он оттает немножко, и он как свежий вообще. Покупайте замороженный хлеб, это лайфхак, я этому научился в Нидерландах. В Нидерландах все покупают замороженный хлеб. Пицца стоит у нас 360 рублей, вот это вот, да. В принципе, такая большая, вроде, да. Много тут всяких пицц, так что заморозка нормально стоит. Бананы стоят 8, но они все зеленые. Вот у меня рядом с домом я сегодня купил за 9 за кило. Ну, то есть 180 рублей, но они были все желтые. То есть тут дешевле, но зеленее. Кстати, вот единственное, что то, что я покупал рядом с домом, это бананы. Потому что там вроде на шекель дороже, зато они зеленые, желтые-желтые. Все, кто когда-нибудь был в Ашане, знают, что такие вот стенды у нас там стоят. Тоже можно что-нибудь набрать. Цены вроде нормальные, вполне. За 4, за 3, ну то есть за 60 рублей вы себе наберете 100 грамм этих оливок, то в принципе нормально. Причем сколько их видов тут? Раз, два, три, 4. Господи, оливковый рай. Да. Никогда не видел, чтобы продавали так много приправ на вес. Так смотришь, кажется, как будто это почва лежит. А это всякий перец тут. Всякие травки. Вот нутелла, например, банка. Многие любят такое, я тоже люблю. Стоит типа 420 рублей за 750 грамм. Ну, почти бесплатно. 18 рублей это 1 шекель. То есть, соответственно, если, допустим, у нас 10 шекелей, это 180 рублей. Соответственно, шоколадка вот такая. Я такое в Москве покупаю очень, много покупал всегда. Такая стоит 180 рублей, то есть, дороже, чем у нас, может быть, рублей на 60, на доллар дороже. Вот любители сникерсов могут взять себе пачку за 12-шку. Там прямо много, сникерс мини. 400 грамм, видимо, 18 штучек. Вот шоколад Милка.
Такой в Москве вот есть, ну вообще везде он есть. За 6,50. С изюмом вот этот вкусный, мне нравится. Да, то есть вполне можно его тоже взять. Я признаюсь, я в алкоголе ничего не понимаю. Так что просто посмотрите на цены. Не разбираюсь я, не пью просто, не употребляю, так сказать. Вот по 85, по 88. Это какое-то вино. Наверное, оно вкусное. Вполне возможно. Целое большое количество печенек всяких. Мне понравились вот эти печеньки в виде рыбок. Вот. Печеньки 250 грамм. Стоят они 180 рублей. Удобно считать, как 10 шекелей 180 рублей. Вот. Ну, в принципе, можно побаловать себя. И детей, если у вас есть дети, тоже дать им такие вот рыбки маленькие. Здесь печенье похожее на наше овсяное. Стоит оно 9. То есть 3 бакса. Вот так вот. Ну, 180 рублей, 150. Сливы 270 рублей за килограмм. Кстати, сливы очень вкусные. Попробуйте их, только ну, надо, чтобы они помягче были. Поищите, пометайте, твердоваты. Яблоки 180 рублей за кило. Это гала, походу. Очень хорошие яблоки. У нас они сейчас стоят столько же, кстати, из-за санкций, видимо. Вот есть еще и гольд. Гольд подешевле чуть-чуть. Вот еще такие яблоки. И вот такие яблоки. В общем, на любой вкус. А вот и поросенок. Что мы пока что купили? Мы купили перец, молоко и хлопья. Но мы не купили самое главное, зачем мы сюда пришли. Зачем? Туалетка. Пошли за туалетной бумагой. Ну, я не пойду, я замерзла. Штукенция замерзла, говорит, и ждет меня снаружи. Ну, мне кажется... Такой сильный кондиционер, это же жуть какая-то. Да, нормально. Как зимой. Нормально. На улице сейчас по ощущениям типа 28. 28 и так влажноватый воздух. Мы, кстати, купили на 30, на 27. 27 шекелей, да, то есть, ну, 10 баксов, даже меньше. Так что, ну, нормально, несколько дней хватит этих хлопьев, и молока тоже на пару дней хватит. И вот этого хватит на там 4 дня. Штукенция все-таки отправляется за туалетной бумагой. Бась, ты спроси там, сколько что стоит, не стесняйся. Хороший вариант тут рядом с магазином жить на самом деле, с одной стороны. С другой стороны, то, что тут грязновато. Интересно, что в основном тут закупаются бабушки. Ну и есть просто люди. Ну, обычно много бабушек, больше, чем у нас в центре. Ну, в общем, нормально, на самом деле. Он очень такой, вполне себе, ну, не помойка совершенно, то есть приятный большой супермаркет. Я смотрю, у людей такие тележки огромные, наверное, тут люди закупаются на неделю. Я думаю, типа, например, мой знакомый мне сказал, что он покупает обычно на $300 за раз себе в вот таком магазине еды. Вот. И потом на машине все это домой везет. Мне мужчина сказал, это же национальный вид спорта. Привыкайте. Вот будем привыкать, будем тоже, значит, закупаться сразу. Вот мужчина пошел. Сразу закупаться. Прикольно. Я вот смотрел видео всяких блогеров. Там был чувак, который работает в доставке Вольт. И он ездит в таком на мотороллере. Ну, это вот какой-то велосипед переделанный. А вот чувак там ездил на мотороллере, вот всячески нарушал ПДД и очень быстро все развозил. И вот я сейчас приехал в Израиль и воочию увидел вот эту сумку Вольт. Люди забирают заказ, туда кладут что-то и везут. Такая вот очень, кстати, клевая работа, на самом деле, чтобы узнать Израиль. Она реально классная вот поначалу. Если вы еще не знаете, чем заняться, если вы сможете немножко иврит подтянуть до базового уровня, можно вот так вот на доставке поездить, и вы узнаете Израиль, узнаете людей, опыт хороший. Ну, штукенцию жду, когда она купит туалетную бумагу, и тут постоянно вот этот вот ляск тележек, он просто не прекращается ни на секунду. Дзын-дзын-дзын. Что такое? Я замерзла там в очереди стоять, она даже не продвинулась. Там слишком много народу, и у всех огромные сумки, их пробивать слишком долго. Полчаса стоял, ждал штукенцию. Там наверняка есть касса, где мало у тебя покупок. Я не нашла. Но она, видимо, не нашла. Сейчас я пойду искать. Ну вот, короче, то, что штукенция не могла сделать полчаса, я сделал примерно за 3 минуты. 10 туриков стоило 6 полотенец. Они дешевле туалетной бумаги, получается, ну, сильно. В итоге я их взял. Это $3 180 рублей. То есть вот одна такая салфетка стоит 30 рублей.
Это дешевле, чем в Москве. То есть это одна салфетка, это, как грубо говоря, 2 пачки туалетной бумаги. То есть получается по 15 рублей за пачку туалетной бумаги. Самый дешевый способ, так сказать, в Израиле. Вот он лайфхак. А на перекрестке вот такой вот немножко подбухавший человечек. Смотрите, какой хороший у меня ослик. Так как я снимаю видео, этот ослик несет все сегодня. Я заметил очень необычную такую парковку. Я в жизни такого не видел. То есть такой как бы гаражик. Чтобы машины, видимо, ну, от тенька, от дождя. Вы когда-нибудь видели такое? Просто вот на обычной стоянке можно сделать вот такой навес. Вечереет потихоньку. На пальмах попугаи кричат что-то. Еще мне вечером больше всего тут нравится. Какая-то такая романтичная атмосфера. Лилии цветут, там лилии цветут. Очень нравится в городах планировка. То есть как-то все очень логично. И перетекает одна улица плавно в другую. И везде удобные пешеходные переходы. Многие ящики с всяким инвентарем, они покрашены в прикольные цвета. Вот, например, на крыше растут вот такие фикусы. Интересный знак. Стоп. Такая рука необычная довольно-таки. Симпатичный сад каменный. Просто это чей-то подъезд. Вот такой домик. С цветами на балкончиках маленьких. И маленький осел, который тащит поклажу. Селятся штукенцы немножко отдохнуть на лавочках. Все это реально классная вот эта идея. Тут очень много где стоят такие лавочки на одного человека с каждой стороны. Вот. И на них реально удобно сидеть. И мы вот так вот со штукенцей садимся и отдыхаем сейчас. Нам еще долго идти до дома. Много магазинчиков тут мы встретили на улице. И такой вечер рабочего дня. Людей, на самом деле, вот очень это все похоже на Голландию. Прям, ну, я не знаю. Прям вот, ну, такое ощущение, что это полное дежавю на самом деле. Прям полное дежавю. Плитка так интересно провалилась. И туда, наверное, может залезть кролик в эту нору и поселиться в ней. А еще у нас новый осел. Тащит. В итоге мы пришли вот к нашей улице. Собственно, вот это City Hall, синагога самая главная. И вот это наша красивая улочка главная. Вот так мы с вами дожили до вечера. Сегодня интересный был день. Мы получили, в банк сходили и купили туалетные бумаги, узнали цены на все. Пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайки, мы снимем еще много видео. И задавайте вопросы, предлагайте, про что снять видео, куда пойти. И мы обязательно последуем вашим предложениям и советам. С вами был Игроглаз и Штукенция. Штукенция. С вами был Игроглаз и Штукенция. Удачи. Очень прикольный есть мужик, который так машет. Сейчас покажу, как машет. Зазывает всех прийти в магазин, где все по шекелю стоит. По шекель, по 3 шекеля. Очень дешевый магазин такой есть.